Рада приветствовать всех любителей вязания. В этом видео хочу показать вам вот такой ажурный узор, который будет великолепно смотреться как самостоятельный, например, как в этой футболке. Также он будет очень красиво выглядеть, если вы свяжете такую ажурную спинку в платье, сарафане или футболке. Раскроется он и в нарядных вещах. Вот такие несложные узоры красиво подчеркивают нарядную вечернюю вещь. Вот так выглядит этот узор с лицевой стороны. Если же вязать от горловины, он будет выглядеть очень похож, немного иначе, но тем не менее очень красиво и похоже. Изнаночная сторона его ровная и гладкая, как у большинства ажурных узоров. Он достаточно эластичный. Это за счет того, что с моей точки зрения именно этот рисунок, этот узор красиво смотрится, когда вяжется на более толстых спицах, нежели идут рекомендации производителя. Этот образец я связала из полухлопковой пряжи, 200 метров в 100 граммах, и спицы я взяла 5,5, то есть достаточно рыхлое вязание, при том, что производитель рекомендует максимальный номер спиц 4,5. Сам узор несложный в исполнении, запоминается практически с первого ряда, подойдет как для начинающих мастеров, так и для опытных. Вот это ажурная красота, такой кружевной получается узор. Камера немножечко искажает его, но вживую он очень красивый, приятный глазу. Итак, рассмотрим схему. Раппорт данного узора составляет 8 петелек в ширину и 16 рядов в высоту. Узор располагается в шахматном порядке, следовательно, вам достаточно запомнить 4 лицевых ряда. Все остальное будет повторяться. Для образца, который я буду провязывать вместе с вами, я взяла хлопковую пряжу, длина 320 метров в 100 граммах и спицы номер 4. Я набрала 19 петель, так как буду провязывать 2 раппорта узора, плюс 1 петля симметрии и 2 кромочные петельки. Первый ряд. Кромочная, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо и накид. Это я провязала 1 раппорт узора. Продолжаю. 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. Петля симметрии, здесь лицевая идет и кромочная петелька. Второй ряд я провяжу вместе с вами, но все четные ряды этого узора вяжутся по рисунку. Поэтому в дальнейшем я четные ряды буду пропускать, чтобы не затягивать время. Второй ряд. Кромочная, я ее просто переснимаю. Изнаночные вяжу изнаночными, накиды также провязываю изнаночной петелькой, лицевые лицевыми. То есть четный ряд полностью вяжется по рисунку и накиды провязываются изнаночной петелькой. Вот таким образом мы вяжем до конца
ряда. Накид, изнаночная и кромочная. Кромочную я провязываю изнаночной скрещенной. Третий ряд по схеме провязывается точно так же, как первый. Кромочная, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, лицевая, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я меняю расположение петелек, вы смотрите по своему вязанию, и вы будете менять или первые 2, когда провязываете вместе, или вторые. Просто нужно смотреть, чтобы петельки не получались скрещенными. Накид – это конец раппорта. Далее продолжаю второй раппорт узора. Лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, лицевая, изнаночная, 2 вместе с наклоном вправо, вот таким образом, накид и петля симметрии лицевая, кромочная, лицевая, скрещенная я провязываю. Четвертый ряд мы вяжем по рисунку. Пятый ряд. Кромочная, 1 лицевая, 1 изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Но здесь у меня идет изнаночная петля. И чтобы не было скрещенных петелек, узелков ненужных, узор ложился ровно и гладко, я ее переворачиваю, чтобы она смотрела как лицевая петля. Возвращаю первую петельку и провязываю как 2 вместе лицевой. Вот таким образом. Далее идет 1 лицевая и опять 2 вместе с наклоном вправо. Я меняю расположение петель, чтобы они смотрели как изнаночная. И тоже не были скрещенными в узоре. И провязываю 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Вот таким образом поступаю я. Далее накид, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Я поменяла расположение петель и провязала 1 лицевой. 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Также меняю расположение петель, если это нужно. Накид, 1 изнаночная, 1 лицевая и кромочная петля. Седьмой ряд. Кромочная, я ее просто переснимаю. 1 лицевая, изнаночная, лицевая, накид. Теперь мне нужно вот эти 3 петельки провязать вместе, так чтобы вторая петля была по центру. Для этого я переснимаю на правую спицу 2 первые петли и меняю их местами вот таким образом. За работой поднимаю первую, а перед работой вторую и возвращаю на левую спицу. Далее провязываю их как 3 вместе 1 лицевой петлей. Вот таким образом. Далее накид, лицевая, изнаночная. Я провязала 1 раппорт узора. Продолжаю вязать второй. Лицевая, изнаночная, лицевая, накид, 3 вместе лицевой со второй центральной. Поменяла местами петли и провязала 1 лицевой. Накид, лицевая, изнаночная. Второй раппорт провязан. Петля симметрии лицевая и кромочная. Вторая часть раппорта в высоту выполняется точно так же, только со смещением в пол раппорта. Давайте вместе ее провяжем. Итак, кромочная, 1 лицевая, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо,
Я поменяла расположение петель, чтобы не было скрещенных. Далее накид, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная. Это я провязала 1 раппорт узора. Продолжаю второй вязать. Лицевая, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, петля симметрии и кромочная. 9-й ряд провязывается точно так же, как и 7-й. Кромочная, 1 лицевая, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная. Это 1 раппорт узора. Далее лицевая, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная. Заканчивается ряд 1 лицевой петлей симметрии и кромочной. 13-й ряд. Кромочная, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Здесь также у меня участвует изнаночная петелька, поэтому я меняю расположение так, чтобы у меня обе петли смотрели ровно первой дужкой вот ко мне и провязываю их 1 лицевой петлей. Накид, 1 изнаночная, лицевая, изнаночная, накид. Теперь идет 2 вместе с наклоном влево. Также я меняю расположение петель, чтобы они смотрели второй дужкой на меня, и провязываю их 1 лицевой петлей вот таким образом. Далее 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, изнаночная, лицевая, изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, петля симметрии лицевая и кромочная петля. 15-й заключительный лицевой ряд данного узора. Кромочная петля. Далее по схеме идет 3 вместе лицевой. Но так как это начало ряда и у нас нет накида, который будет соответствовать убавлению 3 петли, то в начале ряда и в конце ряда мы будем провязывать по 2 петли вместе. В начале ряда мы провязываем 2 вместе с наклоном вправо. Вот таким образом. И далее вяжем по схеме. Накид, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, накид. И далее мы провязываем 3 вместе таким же образом, как провязывали в первой половине раппорта узора. Я меняю петли местами вот таким образом. Первая петля у меня будет, вторая, она теперь первая у меня на спице. И провязываю их 1 лицевой. И продолжаю вязание. Накид, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, накид. И заканчивать ряд я буду тоже не 3, а 2 вместе лицевой с наклоном влево уже. И кромочная петля. Вот мы провязали 2 раппорта этого узора в ширину и 1 в высоту. Но я брала более тонкую ниточку, более тонкую пряжу, чтобы
посмотреть и сравнить, как он будет смотреться в более тонком, изящном исполнении. Мне такой вариант тоже понравился, но опять-таки для этой пряжи тоненькой все равно я брала спицу толще, нежели максимально рекомендованная производителем. Но это все дело вкуса, кому как нравится. Кому-то нравятся менее дырявчатые ажуры, поэтому каждый вяжет так, как ему нравится. Надеюсь, вам понравился данный узор и мой мастер-класс. Спасибо, что провели это время со мной. Всем легких петелек и красивых изделий. До встречи на канале.